А вот если у человека человек лег, полежал и возник отек, анафилактический шок, это что же отек, да? Чем старше человек, тем чаще он за свою жизнь нервничал. Попили, поели, вот, и потом им нужно, простите за выражение, пописать, покакать. Да? Но это вообще никакого отношения к отекам не имеет. Добрый день, дорогие друзья! Каждый из нас когда-либо сталкивался с отеками. Не обязательно у себя, но видел отеки у другого человека. И мы знаем, что это такое, и знаем, какую большую неприятность эти отеки могут вызывать. Отекать может практически любая часть тела. Может отекать лицо, шея, там, руки, ноги, да, все тело может отекать. Вот. Анафилактический шок – это что же отек, да? И так далее, и так далее, и так далее. Вот. От чего возникают отеки? Вот я сейчас вам об этом и расскажу. Расскажу, от чего, из-за чего они возникают, вот, и, соответственно, каким образом от них избавляться. Ну, от чего возникает очень просто. То есть, первое, что такое вообще отек? Ну, вы знаете, что у нас есть кровь, которая питает наши клеточки, наши ткани, да? Кровь приносит питательные вещества. Клетки получают эти питательные вещества, попили, поели, вот, и потом им нужно, простите за выражение, пописать, покакать. Да? Они выделяют какие-то продукты жизнедеятельности. Так вот, лимфатическая система – это как раз система канализации нашего организма. Именно через лимфу идет отток вот этих всех продуктов жизнедеятельности наших клеток. Вот. Но в лимфатической системе, в отличие от артериальной системы, нету насоса, который прокачивает жидкость в этой системе, вот эту канализацию. Основными двумя факторами, которые создают отток, канализационный отток, то есть лимфатический отток, являются две вещи. Первое – это мышечное напряжение. Ну, у нас мышцы, наши скелетные мышцы работают, они сжимаются, расслабляются, сжимаются, расслабляются. Когда они сжимаются, они проталкивают лимфу по лимфатическим сосудам, а в лимфатических сосудах, как и в венозных, есть клапаны. То есть ток идет всегда в одном направлении. Да? Если лимфа оттекает обратно, клапан закрывается, и лимфа дальше не течет. Вот, то есть всегда лимфатический ток, как и венозный ток, идет в одном направлении. Вот. Поэтому, когда мышцы сжимаются, проталкивается лимфа, когда мышцы расслабляются, она обратно не течет. Вот. Это первый фактор – мышечная работа. А второй фактор лимфатического оттока – это брюшное дыхание, диафрагмальное дыхание. То есть, когда мы дышим животом, у нас создается при расслаблении диафрагмы создается такое минусовое давление, то есть расслабление в брюшной полости, и это отсасывает, сюда в брюшную полость отсасывает лимфу от нижних конечностей. И венозный отток точно так же осуществляется. Вот. И сверху, соответственно, все это течет уже под своей тяжестью сюда. Вот каким образом осуществляется лимфатический отток. Отек – это нарушение лимфатического тока. Поскольку два этих вот основных фактора, значит, либо один из них не работает, мышца не работает, да? Например, КПД мышцы снизился, там, забилась икроножная мышца, да? И раньше, если она на 100% сокращалась, а сейчас она сокращается там, на 20%. Вот. Соответственно, лимфа будет застаиваться, будет отек. И будет застаиваться лимфа преимущественно когда в основном? Тогда, когда еще мышцы не работают. Почему? Потому что вторым фактором лимфатического оттока, нарушения лимфатического оттока, возникновения отеков является именно ослабление или исчезновение брюшного дыхания. Ну, например, когда человек ходит, у него мышцы работают, проталкивают, и отеков у него не будет. Почему? Потому что мышцы достаточно хорошо работают. Если мышцы работают плохо, значит, он походил, а небольшой отек все-таки остался. То есть неполноценно проталкивается лимфа путем мышечного напряжения. Но если еще и отсутствует брюшное дыхание, вот, то тогда получается ситуация очень интересная. Ведь когда мы, например, легли, мышцы не работают, да? Вот, но продолжает работать брюшное дыхание, диафрагмальное. Соответственно, идет лимфатический отток именно за счет диафрагмального дихания. И тогда мы вроде посидели или полежали, но отток-то идет все равно, то есть отека не возникает. А вот если у человека человек лег, полежал и возник отек, то это показатель как раз отсутствия брюшного дыхания.
То есть нет брюшного дыхания, возникает отек, когда человек посидел или полежал. Вот. А когда человек двигается, пока двигается, брюшное дыхание никак не участвует, потому что отток осуществляется уже за счет мышц. Вот элементарно просто. То есть показатель какой? Если у вас вы походили, но отек все-таки появился, вот, пусть небольшой, там, пусть меньше, чем в спокойном положении, но отек есть. Это показатель того, что причиной нарушения лимфатического оттока является мышечное напряжение. Конкретно чаще всего в этом участвуют как раз икроножные мышцы. Это основной вот этот фактор, основной насос, который прокачивает жидкость, лимфу и венозную кровь снизу вверх. Сюда, от ног к нам сюда, к сердцу. Вот. А если вы, когда ходите, отеков нет, а легли и полежали, и утром проснулись отечные, то это показатель как раз нарушения брюшного дыхания. То есть нужно восстановить рефлекс брюшного дыхания. Как расслабить икроножную мышцу, я вам покажу сейчас. Вот. Как восстановить рефлекс брюшного дыхания, тоже расскажу элементарно просто. Нужно утром и вечером, лежа на спине, по 10 минут дышать животом. Утром проснулись, положили одну руку на грудную клетку, другую на живот. Та рука, которая на грудной клетке, контролирует, чтобы грудная клетка была неподвижна, не участвовала в дыхании. Живот на вдохе надули, 4 секунды задержали, и раз, и два, и три, и 4, и выдохнули. А грудная клетка неподвижна. Опять вдох надули, и раз, и два, и три, и 4, и выдохнули. Грудная клетка неподвижна. И так 10 минут лежа на спине утром и 10 минут также вечером. За 2 недели вы можете восстановить рефлекс брюшного дыхания. То есть сделать так, чтобы у вас диафрагма уже рефлекторно, не вы контролировали, как она работает, вот она рефлекторно сама уже дышала. Вот. То есть вот таким образом вы совершенно несложно за пару недель имеете возможность избавиться от отеков. Растяжка икроножной мышцы. Икроножная мышца, напряжение икроножной мышцы вызывает несколько проблем. Ну, во-первых, это ее перенапряжение вызывает продольная плоскостопие. Во-вторых, ее напряжение вызывает появление боли в пятке, так называемую пяточную шпору, которая к кости отношения вообще не имеет, а именно вызывается напряжением икроножной мышцы. И третья проблема, которая очень часто беспокоит очень многих людей, это варикоз, развитие варикоза. Почему? Потому что икроножная мышца является тем насосом, который прокачивает кровь. Вот. А застой крови возникает тогда, когда насос не работает. Поэтому именно растяжку для икроножной мышцы и нужно делать тогда, когда у вас начинается или уже развился варикоз. С помощью этой растяжки вы можете варикоз убрать вообще. Значит, как выполняется эта растяжка? Нужно опять-таки подойти к стене, вот, так, чтобы нога, на которой вы будете стоять, стояла недалеко от стены, где-то вот там сантиметров 20. Вот. А вторую ногу ставите стопой на стену, пятка остается на полу. Для этого лучше, если вы немножко присядете, чтобы косточка под большим пальцем встала на стену. И потом после этого выпрямляете ногу, на которой стоите, а попочку этой ноги, которую тянете, подтягиваете к стеночке. Вот таким образом идет растяжка для икроножной мышцы. И 2 минуты вот так стоите. Делаете одну ножку и потом повторяете то же самое с другой ножкой. Лучше, если будете делать не 1 раз в день, а раз в 10 в день. Тогда вы эту проблему решите за 2-3 месяца. Вот так просто решается проблема с икроножной мышцей. Часто к застою лимфы относят и другие симптомы, которые на самом деле никакого отношения к отекам не имеют. Давайте их тоже разберем. Одним из таких симптомов является тяжесть в голове после пробуждения. На самом деле к лимфатическому застою этот симптом отношения не имеет вообще никакого. Почему? А потому что в полости черепа лимфы нету. У нас лимфа только снаружи, вот, подкожно. И когда тяжесть в голове, вот, то никакого отношения это к лимфатическому застою вообще не имеет. Это совершенно другие причины. Другим симптомом является хронические воспаления кожи. Тоже к отекам это отношение не имеет. Единственное, что когда идет постоянный длительный застой в ногах, отек ног у людей, очень часто у женщин бывает, вот, тогда нарушается приток крови туда.
Вот, потому что это застойная лимфа, отек передавливает сосуды, которые питают, кровоснабжают. И тогда могут возникать ну, либо какие-то воспаления в этом месте, в месте отека, да, или, что еще чаще, бывают изъязвления, язвы, потому что нарушается трофика, питание ткани, вот, и могут возникать. Да, но причиной этого всего является не сам отек, а факторы, которые вызывают отек. Да? То есть поэтому здесь как бы тоже, ну, да, с отеком нужно бороться, чтобы убрать эти факторы, чтобы раны зажили. Но как бы не отек является самым главным фактором здесь. Нужно восстановить причины нарушения лимфатического оттока. Вот как это все делается. Следующим симптомом является второй подбородок и припухшая нижняя челюсть. Но это вообще никакого отношения к отекам не имеет, потому что эта симптоматика возникает из-за напряжения вот этих жевательных мышц на лице. Вот. Равно как брыли, второй подбородок, вот здесь напряжение. Вот это все мышечные проблемы, которые никакого отношения к застою лимфы не имеют. И еще люди думают, что частые простуды и долго не проходящие воспаления тоже являются следствием лимфатического застоя, отека. Тоже никакого отношения они к этому не имеют. Вот, единственный только нюанс какой. Отек появляется, является фактором, который нарушает энергетику в данном месте. Да, вот. А воспалительные процессы какие-то как раз и проявляются именно в том месте, где недостаточно энергии. Вот таким вот косвенным путем где-то что-то, конечно, можно на отек свалить. Вот. Но воспаления бывают не только там, где отек. Вот. Там, где отек, могут быть воспаления, но там, где нет отека, тоже бывают воспаления. Поэтому не отек является основным фактором наличия какого-то воспалительного процесса. Поэтому это тоже нужно понимать. Вот. Но если в месте воспаления есть отек, значит, его тоже надо убирать, конечно. Люди часто спрашивают, почему именно после 40 лет и в более старшем возрасте отеки становятся достаточно распространенной проблемой и беспокоят очень многих людей. На самом деле все очень просто, как раз поскольку я уже говорил, что два фактора лимфатического, то есть отека, нарушение лимфатического оттока — это нарушение мышечной работы, и второй фактор — это нарушение брюшного дыхания, то вот они как раз и возникают. С возрастом накапливаются забитые мышцы, да, и насос, КПД насоса уменьшается, и, соответственно, начинают появляться отеки. Это первый момент. А второй момент — мы очень много нервничаем, и диафрагма зажимается тогда, спазмируется тогда, когда человек испытывает стресс. Соответственно, тоже, чем старше человек, тем чаще он за свою жизнь нервничал, и тем чаще и вероятнее у него будет напряжена диафрагма и будет отсутствовать брюшное дыхание. Поэтому вот только таким образом это все относится к возрасту. Опять-таки, это не возраст, а время накопления. Вот. Но можно убрать это все в любом возрасте, восстановить рефлекс брюшного дыхания, как я уже вам сказал, и поделать растяжку для икроножных мышц. Вот и все. Часто люди говорят, что женщины страдают отеками чаще, чем мужчины. Да, так оно все и есть на самом деле по одной простой причине. Потому что у мужчины доминирует мужская энергия, у женщины доминирует женская энергия. Мужская энергия — это стабильность, рациональность, а женская энергия — это эмоциональность. Женщины все очень эмоционально воспринимают, и именно это чаще всего и приводит к спазму диафрагмы, к нарушению брюшного дыхания. Именно таким образом, именно поэтому женщины чаще всего и страдают отеками. Если вы узнали описание отека у себя, обязательно досмотрите до конца. В видео я дам план работы с застоем лимфы. И подпишитесь, чтобы получать больше информации о простых способах самостоятельного исцеления. Если вы досмотрели до этого момента, то вы уже понимаете, что проблему с восстановлением лимфатического оттока можно решить самостоятельно. В медицине есть огромный пласт того, чему не учат врачей. Эти все темы мы разбираем в бесплатном вебинаре «Запретные темы в медицине» или «То, чему не учат врачей». Ссылка в описании. Приходите, это меняет взгляд на здоровье в целом. Есть ли такие люди, которым не подходит эта техника избавления от отеков, или какие ошибки люди могут совершить,
при выполнении этой техники? Ну, даже не знаю, здесь все достаточно просто. Ошибки могут быть только те, которые вот при растяжке как раз выполняются, что вместо расслабления делается напряжение. Это первая ошибка. И вторая, ну, даже не ошибка, а недостаточность. Это маленькое количество выполнения этих растяжек. Вот. Это первое. И вторая ошибка, которая может быть, это которая выполняется при нарушении брюшного дыхания. То есть, когда при восстановлении брюшного дыхания, да, это когда грудная клетка ходит во время вдоха. Это показатель того, что вы дышите грудью, а не животом. Вот. То есть нужно тщательно рукой, которая лежит на грудной клетке, контролировать ее неподвижность. И дышать только вдох, делать только в живот и выдох только в живот. Грудная клетка должна быть неподвижна. Вот основные ошибки, которые люди могут здесь совершить. А в остальном, ну, нужно просто делать, делать и делать, и вы получите результат. Никуда не денется. Главное, запомните, что для того, чтобы убрать отек, нужно восстановить мышечную работу, то есть поделать растяжки, статические мышечные растяжки для икроножной мышцы, вот, и восстановить рефлекс брюшного дыхания. То есть утром и вечером по 10 минут подышать животом. Загляните в плейлист «Лимфа и иммунитет». Там разборы по щитовидке, по отекам, по детоксу. Подпишитесь, нажмите колокольчик. Здоровья вам, друзья!